Смотрите, сколько сегодня людей сюда приехало за интересными покупками. Как вы, наверное, поняли с первых секунд видео, мы с вами приехали на одесскую староконку, барахолку, блошиный рынок, как это место только не называют. Спасибо. Вот советские 4000, 4,5. Там уже англичане есть немцы, есть вот Америка, вот Колумбия, есть немец, вот графонола, есть граммофон. А почем граммофон? Граммофон 16. Есть это на швейцарских комплектующих. Это 42-й год. 42-й год, и все сохранилось. Спасибо большое. Здесь и пластинки есть. И вот смотрите, сколько всего интересного. Какая красотка в платье таком. И смотрите, платье, вот настоящая морячка. Сразу чувствуется, что девушка из Одессы. Очень сейчас важная и полезная штука – это противогаз. Никто не знает, что может случиться, и я знаю людей, которые давно уже их купили и держат дома. Смотрите, какие старые одесские фотографии можно купить на староконке. Вот Аркадия, понимаете? Тогда еще не было Ибицы. Класс. Музей одесский. Пушкинская. Вот сейчас совсем все по-другому. Вот еще Аркадия. Класс. Улица Ришельевская. Вот это не узнать. А вот одно из моих любимых мест. Здравствуйте. И здесь всегда, я каждый раз прихожу и все время что-то нахожу интересное. Набор 1200 гривен стоит. Монтировочно. Что новенькое появилось. Видите, здесь есть инстаграм-магазин. У этого магазинчика можно заказать, если вам что-то понравилось. Какая черепаха с золотым ключиком. Ой, боже, что это такое? Какая прелесть. Это как шкатулка. Боже, как красиво. Смотрите, какая черепаха. Она стоит то ли 3500. Смазалась цена. Не знаю точно ее цену, но посмотрите. Очень и очень красиво. Смотрите, открывается крышечка. Вау. Для украшений. Она тяжелая. Смотрите, какой орел. Возможно, это даже мрамор. 3200. Очень красиво. Сколько новинок попривозили. Сколько здесь всего нового интересного появилось. Я даже не знаю, что это такое. Чувствуется, что это дерево. 1700 гривен. А вот какие воробушки. Ой, они очень тяжелые. Как настоящие. Сразу чувствуется, что классный товар, потому что посмотрите, сколько людей. Здравствуйте. Здесь наборы классные есть. Посуды. А в какой цене такой наборчик? 3200. Чашечки новые появились, красивые. Смотрите. Вот балдеет, делает рекламу магазина. Смотрите, вот их инстаграм. И кот. Это она. Какая прикольная салфеточка, прикольная тоже. А это солонка и перечница, да, у вас такая? Это перепелки, что ли? 400. Класс. 950 гривен. Мне здесь нравится, что здесь цены везде есть и очень удобно. Это солонка и перечница такие. Оказывается, ее зовут Багира. Вот эта латунь 650 гривен. Воробушек одесский. Тоже по форме напоминает одесского. Упитанный. Смотрите, посудинка такая, как лист. Мне любимый магазинчик подарил вот такую кошку. Я иду и просто балдею. Смотрите, какая она классная. Сегодня здесь людей. Здесь просто толпа сплошная. Еще вышло солнышко, пригрело. Посмотри, что делается. Все-таки на староконке люди могут находить для себя полезные
и нужные вещи, и недорого. Поэтому так сюда все и ездят. Можно бы было подумать, что это шкура медведя, но я не думаю, что она настоящая. Ой, людишек много сегодня. Посмотрите, пока прохладно, на море не поедешь, все поехали на Староконку. Посуда. Смотрите, какие чашечки по 350 гривен. Это вам не дешевый Китай. Это Англия. Вот чайно-столовые сервизы. 400, вот тарелочки по 420, по 520. Абсолютно разные цены. Смотрите, какие тарелочки. 270. Сейчас зимой здесь не так прикольно. Сейчас деревья распустили листочки. И вот как-то так приятно даже просто прогуляться, найти что-то интересное. Картины. Водолазные костюмы даже можно найти. Староконка — это не просто место, куда приезжают в поисках чего-то ценного, чего-то интересного. Знаете, сюда приезжают даже туристы просто чтобы почувствовать вот настоящую Одессу, настоящий одесский колорит, потому что, вот скажу вам честно, да, вот сейчас уже такой настоящий одесский говор, настоящий акцент одесситов редко где встретишь, но вот именно Староконка — то место, где если идешь, прислушиваешься, то можно четко услышать именно коренных настоящих одесситов. Знаете, я сама скучаю за таким одесским настоящим говором, за таким одесским юмором, потому что его остается с каждым годом все меньше и меньше. И приезжая на Староконку, вот честно, даже некрасиво подслушивать чужие разговоры, но вот здесь просто хочется слушать, как общаются люди, потому что вот этот одесский юмор присущ Староконке, разговоры о чем-то таком интересном ты проходишь, услышал это, и сразу хочется улыбнуться. Ну, вот есть как есть. Какие часы. На хорошей бумаге напечатано. Перед войной, наверное. Ну, почему? Знаете, что еще важно, если вы приезжаете на Староконку? Здесь все торгуются. Торг — это, знаете, такая одна из одесских фишек. Я вот иду, и все там говорят: вас за 200 нет, заберу за 150, за 200 не заберу. Да, смотрите, какие чашечки есть, какие бокалы. Вау, бокалы. Здравствуйте, извините, а почем такие бокалы вот цветные у вас? Такие цветные бокалы 2500. 2500 один. Очень красиво. В этом всем точно нужно разбираться. Смотрите, кресла, стулья, чего только нету. Какие бокалы старинные, статуэтки, подсвечники, какие часы и даже мебель. Почем такая тарелка? Сколько? 3000. Здравствуйте, а почем такой розовый наборчик? Вот чайничек. 2200. 2200. Ага, спасибо. Кошки. У кошки здесь обед. Смотрите, сколько людей. Все что-то ищут, потому что я вот хочу снимать видео, и тяжело даже иногда протолкнуться. Какая посуда здесь красивая. И чашки, и тарелки. В субботу выйдет. Я пересмотрю, что... Можно я ошибаюсь? Поправьте меня, если я не права. Но, по-моему, самая большая барахолка находится во Франции, в Париже. Называется она Сент-Уан, и ее территория около 7 гектаров. Одесская барахолка меньше, но тем не менее сюда съезжаются коллекционеры и любители антиквариата не только из Одессы, но и со всей Украины. И даже люди приезжают за границей найти что-то интересное здесь.
Это все хрусталь настоящий. Слышите? Характерный звук. 250 гривен такая вазочка. Такая у нас точно такая же. Дома была 400 гривен. Чашечки. Помню, когда-то почти у всех была похожая одинаковая посуда. Вазы. У нас тоже похожая ваза. Есть еще осталась одна или две вот такие из хрусталя. И, кстати, очень тяжелые. Уже появились новые бокалы, такие цветные, тоже хрустальные. И вот такие поменьше. Смотрите, какая интересная ваза. Посуда. Мебель. О, мебель это интересно. Так, какой комодик. Интересно, сколько такой стоит, но продавец занят. Зеркала, кресла. Книги тоже какие хочешь можно найти на Староконке и недорого. И интересное вот у нее расположение, да? Вот дорога, ездят вроде бы как автомобили, но с другой стороны вот такой базарчик, гуляешь. Вот одесские дома, одесские балкончики, кстати, вот уже начинает распускаться виноград, и скоро будет еще красивее. Если вы приезжаете в Одессу и хотите посетить нашу Староконку, то она работает по выходным, в субботу, в воскресенье. И сюда желательно приезжать вот с 10 до часа. Вот так мне рассказывают работники. Вот с 10 до часа лучше всего будет. Вот так сегодня живет одесская Староконка. Если увидели что-то интересное для себя, приезжайте, покупайте. Продавцы будут рады, потому что вроде бы как с одной стороны кажется, что люди здесь, продавая, отдыхают, общаются, но все равно это труд. Это все вкладывать каждые выходные, собирать. Все стараются сделать свои витрины красивыми, поэтому делают здесь все с любовью. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.